Слышали ли вы об открытии Века, планете Проксима b в созвездии Альфа Центавра? Знаете ли вы, что ее называют двойником Земли? Смотрите видео до конца, и вы узнаете, за что эта далекая планета получила свое прозвище, и почему ученые не исключают попыток найти жизнь в других галактиках. В августе 2016 года астрономы объявили об удивительном открытии. Рядом с ближайшей к нам звездой, Проксимой Центавра, обнаружена экзопланета, получившая название Проксима Центавра b. Эта находка вызвала огромный интерес во всем мире, ведь Проксима находится всего в 4,22 световых годах от нашего Солнца, что делает ее ближайшим космическим соседом. Хотя Проксима Центавра выглядит одиночной звездой при наблюдениях с Земли, на самом деле она входит в состав тройной звездной системы вместе с двумя другими яркими светилами – Альфой Центавра А и Б. Эти два Солнца немного больше и ярче нашего собственного, и их орбита проходит на расстоянии от 40 до 47 астрономических единиц друг от друга, совершая полный цикл вращения за 80 земных лет. Однако Проксима – совсем другая история. Этот красный карлик значительно уступает нашему Солнцу по размеру и яркости, будучи примерно в 7 раз меньше и в 33 раза слабее. Из-за этого обитаемая зона вокруг нее, область, где условия могут быть подходящими для существования жизни благодаря наличию жидкой воды, расположена гораздо ближе к звезде, чем в случае с нашим Солнцем. Если наша обитаемая зона простирается от 38 до 10 астрономических единиц, то у Проксимы эта зона находится на расстоянии всего в 4,08 астрономической единицы от звезды. Открытие Проксима Центавра b произошло благодаря многолетним наблюдениям ученых Европейской Южной обсерватории (ESO). Проект получил кодовое название «Бледная красная точка», подчеркивая тусклость и удаленность звезды. Несмотря на относительную близость Проксимы и Центавры, она остается трудным объектом для изучения из-за своей малой яркости. Итак, в 2016 году группа исследователей из Европейской Южной обсерватории сообщила об обнаружении Проксимы b, первой экзопланеты, найденной вблизи Проксимы Центавра, ближайшего к нам космического объекта после Солнца. Планета привлекла внимание своим необычным положением относительно звезды, позволяющим воде оставаться в жидком состоянии, а также массой, которая всего на 30% превышает земную. Хотя Проксима b демонстрирует многообещающее сходство с Землей и находится на удивительно небольшом расстоянии 4,22 светового года, между этими мирами существуют принципиальные расхождения. Эти особенности могут указывать на то, что наши надежды на обнаружение второго дома для человечества могут оказаться преждевременными, и вместо ожидаемого рая мы рискуем натолкнуться на нечто совершенно иное. Таким образом, несмотря на внешнюю привлекательность Проксимы b, реальность может оказаться менее радужной. Тем не менее, исследование этой планеты представляет собой важный шаг вперед в понимании границ обитаемых миров и перспектив поиска жизни за пределами нашей Солнечной системы. Казалось бы, этот мир мог бы стать новым домом для жизни. Однако, прежде чем делать поспешные выводы, стоит рассмотреть некоторые важные детали. Что именно с планетой не так, давайте разбираться. Проксима Центавра представляет собой красную карликовую звезду, которая значительно уступает нашему Солнцу по массе, размеру и яркости. Вследствие этого, для получения достаточного количества тепла планета должна находиться гораздо ближе к своему светилу. Такая близость влечет за собой мощные приливные эффекты. В частности, Проксима b испытывает настолько сильное воздействие этих сил, что оказывается запертой относительно своей звезды. Это означает, что одно полушарие планеты всегда повернуто к светилу, в то время как другое вечно обращено в противоположном направлении. Близкое расположение к звезде также обуславливает короткий орбитальный период Проксимы b – всего лишь 11 земных дней.
При этом эффект торможения вращения планеты вокруг своей оси, когда она постоянно повернута к светилу одной стороной, говорит о том, что привычные нам смены сезонов отсутствуют. Времена года здесь зависят исключительно от формы орбиты. Если она близка к идеальной окружности, сезонные колебания температур будут минимальными либо вовсе отсутствовать. Полушарие, которое всегда обращено к звезде, вероятно, будет раскаленным. Оно непрерывно подвергается воздействию солнечного света без возможности остыть. С другой стороны, область, находящаяся в постоянной тени, будет погружена в вечную ночь, оставаясь холодной и темной, хотя ночное небо там обещает быть великолепным. Граница между этими двумя областями, своеобразное кольцо вокруг планеты, станет свидетелем постоянных восходов и закатов, создавая условия, максимально приближенные к земным. Красные карликовые звезды, такие как Проксима Центавра, отличаются повышенной активностью и непредсказуемостью по сравнению со звездами типа Солнца. Они регулярно производят мощные вспышки, способные уничтожить любую жизнь на поверхности планеты. Магнитное поле Земли защищает нашу планету от таких выбросов, однако маловероятно, что у Проксимы Б имеется аналогичное защитное поле, поскольку она не вращается вокруг собственной оси. Хотя Проксима Б расположена значительно ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, Проксима Центавра заметно холоднее и слабее, практически не испуская ультрафиолетовых лучей. Следовательно, она почти не выделяет синий свет, тот самый, который необходим растениям на Земле для фотосинтеза. Жизнь на этой планете вынуждена искать альтернативные способы получения энергии. На нашей планете, благодаря вращению и наличию климатических зон, энергия распределяется неравномерно. Днем Земля получает больше солнечной энергии, а ночью отдает ее обратно в космос. Это создает условия для формирования продольных воздушных потоков, которые мы называем ветрами. На планетах же, подобных Проксиме Б, где одна сторона всегда обращена к звезде, а другая — к космосу, принципы распределения энергии кардинально иные. Ветры будут дуть с горячего полушария на холодное, перенося тепло и влагу через зону кольца. Для наблюдателя, находящегося в этой области, создастся впечатление, что ветер исходит прямо от Солнца, что в каком-то смысле соответствует действительности. Проксима Центавра существенно уступает Солнцу по многим параметрам. Ее масса составляет всего 12% от массы Солнца, радиус – 14%, общая мощность излучения – 0,17%, а видимая светимость – всего 0,005%. Однако из-за близкого расположения Проксимы Б к своей звезде она будет выглядеть в 10 раз крупнее на небосводе, чем Солнце на Земле. Основная доля энергии звезды приходится на инфракрасный диапазон, поэтому, закрыв глаза и наслаждаясь теплом, вы почувствуете примерно 2/3 той теплоты, которую ощущаете под солнечными лучами, но без риска получить ожоги из-за отсутствия ультрафиолетового излучения. Температура поверхности Проксимы Центавра значительно ниже, чем у Солнца, всего 2700 градусов Цельсия вместо 5400. Любые живые организмы на Проксиме Б будут воспринимать преимущественно длинноволновый красный спектр. В отличие от большинства ярких звезд, включая Альфу Центавра А и Б, а также наше Солнце, которые горячие и излучают больше синего света, ночное небо Проксимы Б будет насыщено синим цветом. На земном небе, напротив, большинство звезд выглядят белыми, так как их температура схожа с температурой нашего Солнца. Инициатива Breakthrough Starshot, запущенная в 2016 году, сразу привлекла внимание своим амбициозным замыслом и впечатляющим составом участников. Среди них такие выдающиеся личности, как Стивен Хокинг, Марк Цукерберг и Юрий Мильнер.
известный российский предприниматель и венчурный капиталист. Цель проекта поистине грандиозна. В ближайшие десятилетия отправить к Проксиме Центавра-Б целую армаду миниатюрных космических аппаратов. Эти крошечные зонды, получившие название Starchips, звездные чипы, планируют доставить на околоземную орбиту и затем выпустить в открытый космос, независимо от того, сколько световых лет отделяет нас от Проксимы Центавра-Б. Предполагается, что каждая такая микросхема будет весить не более 1 грамма, а 1000 таких устройств будет запущено одновременно. Starchips должны разогнаться до скорости, составляющей 15-20% от скорости света, и достичь Проксимы Центавра за 20-30 лет. Естественно, некоторые аппараты могут выйти из строя или сбиться с курса, но хотя бы несколько из них достигнут цели и передадут ценные данные. Используя солнечные паруса в роли антенн, они отправят информацию обратно на Землю, и через чуть более 4 лет мы сможем увидеть Проксиму Центавру-Б и ее окрестности с разрешением 20 мегапикселей. Если все пойдет согласно плану, конечно. В конце 2020 года астрономы, работавшие в обсерваториях, зафиксировали сигнал, отличающийся от обычных природных явлений среди более чем 4 миллионов уже изученных данных. Этот сигнал вызвал подозрения, и дальнейший анализ подтвердил худшие ожидания. Осенью 2021 года стало ясно, что необычная форма волны была вызвана интермодуляцией, сложным взаимодействием нескольких радиосигналов, исходивших от наземных систем и спутников, хотя точные источники остаются неизвестными. Кроме того, сомнение в обитаемости Проксимы Центавра вызывает активность самой звезды. Эта беспокойная красная карликовая звезда периодически вспыхивает, выплескивая ультрафиолетовое и рентгеновское излучение, способное стерилизовать поверхность планеты. Защита от такого воздействия могла бы обеспечиваться сильным магнитным полем, но наличие такового у Проксимы Б остается под вопросом. Некоторые исследования предполагают, что Проксима Центавра-Б может содержать значительное количество воды, возможно, до половины ее массы. По мнению некоторых ученых, вся планета покрыта океаном глубиной до 200 километров. Если на ней существует жизнь, то она скорее напоминает разумных осьминогов, похожих на персонажа из советского фильма «Через тернии к звездам», нежели на гуманоидов из романов китайских писателей-фантастов. Чтобы окончательно выяснить правду, придется дождаться прибытия межзвездной флотилии Starchips, а пока эта ближайшая к нам потенциально обитаемая планета остается недоступной. По состоянию на 2024 год можно уверенно заявить, что проект Breakthrough Starshot будет реализован, несмотря на уход из жизни Стивена Хокинга в 2018 году. Работы продолжаются полным ходом, и запуск звездных чипов запланирован на середину 2030-х годов. За годы разработок ученым пришлось преодолеть множество трудностей, главным образом связанных с созданием самих зондов. До сих пор солнечные паруса оставались продуктом экспериментального инженерного творчества. Но международная команда проекта Breakthrough Starshot нашла способ адаптировать эту технологию для массового производства. Ученые обратились к методике искусственного интеллекта, известной как оптимизация нейронной топологии. Разработать идеальный узор для миллионов отверстий – задача, практически невыполнимая для человека. К счастью, именно здесь на помощь пришел искусственный интеллект, объединенный с классическими алгоритмами вычислительной физики. В итоге исследователи создали практически готовую конструкцию – сетку с отверстиями в виде фасолин толщиной по 200 нанометров каждая. Использовав этот дизайн, инженеры смогли изготовить образец будущего паруса площадью 35 квадратных сантиметров,
который весит всего несколько микрограммов, миллионную долю грамма. Таким образом, флотилия небольших судов под солнечными парусами вскоре может стать реальностью. В конце 2021 года с Земли стартовал самый крупный и мощный космический телескоп, когда-либо созданный человеком. На разработку Джеймса Уэбба ушло 25 лет, и целью этого грандиозного проекта было исследование глубин Вселенной в поисках признаков жизни. Над этим аппаратом работали ученые из НАСА, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства. Стоимость создания телескопа составила $10 миллиардов. Основная миссия Уэбба заключается в изучении далеких объектов Вселенной, таких как первые галактики. Так как свет от этих объектов смещен в красную область спектра, телескоп оснащен оборудованием для работы в инфракрасном диапазоне. Аппарат оборудовали камерой Near Infrared Camera, которая способна фиксировать объекты, невидимые прежде человеческому глазу, и охватывать в 15 раз большую площадь неба по сравнению с камерой предыдущего поколения – телескопа Хаббл. В конце октября 2024 года НАСА представила новое изображение призрачной галактики – М74 NGC 628, полученное с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Этот снимок сочетает данные, полученные с помощью инструментов MIRI и NIRCam, что позволяет команде исследователей FEAST Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters глубже исследовать так называемые звездные питомники в галактике. Эти питомники — области космоса, богатые газом и молекулярными облаками, где формируются новые звезды и планеты. Основной задачей проекта FEAST является изучение влияния энергии звезд на окружающую среду, чтобы лучше понять процессы звездообразования за пределами нашей галактики. Анализируя последние достижения ученых-космологов, можно смело утверждать, что Проксима Центавра-Б — это лишь первый из множества аналогичных миров, которые мы можем обнаружить в ближайшее время. Друзья, а у меня также есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Удачи и до скорой встречи!